Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем». Это канал об узорах, и я Оля. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу. Обязательно заглядывайте в плейлисты, там собраны уже большие приличные коллекции узорчиков для вас. И, естественно же, я надеюсь, что вам видео понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, вы узнаете, когда будут новые видео. А своим постоянным зрителям, своим подписчицам, девчата, привет вам огромный. Много стран, много городов, очень приятно, теплые слова, ваши классные фантазии, ваши идеи, ваши фотографии в Инстаграме с узорчиками, с готовыми изделиями. Супер, спасибо вам большое. И я к вам вот с такими ниточками, да, давно у нас красного не было, и с новым узорчиком. Итак, ниточки Yarn Art Baby, Yarn Art Elite. Это и то 100% акрил. Угу. Данный моточек небольшой, 50 грамм 150 метров, да, а этот моточек был 100 грамм 300 метров, но уже перемотанный. Итак, что нам говорят производители по поводу крючка? Они нам говорят, берите 3,5 миллиметра. И мы с вами берем 3,5 миллиметра. Угу. Итак, давайте начнем с белого, чтобы вам был понятен узорчик, а потом добавим красного. Договорились? Итак, кто давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы в районе 30 петелек. У нас сегодня, ну бывает плюс-минус, да, исключение. У нас сегодня раппорт состоит из 11 петелек. Поэтому мы сделаем 3 раппорта, и чтобы красивый узорчик закончился, дополнительные 2 петельки, итого 35. Понятно, да? Итак, все как всегда. Зафиксировали. Эту петельку при наборе мы не считаем. Итак, 35 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Угу. Вот наш будущий образец. Итак, девчата, теперь я рекомендую сделать вам, так скажем, нам вспомогательный ряд, да, мы сделаем его из столбиков с накидом, для того, чтобы мы не запутались, когда будем делать сам узорчик. Опытные мастерицы можете пропустить этот ряд, начинать сразу с узорчика, то есть перемотайте вперед. Вот. А новички повторяйте. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. А теперь внимательно считайте пятую петельку от крючка. Раз, два, три, четыре, пять. И в пятую петельку делаем накид, вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Вот он наш столбик получается с накидом. Вот эти 3 петельки это имитация столбика. То есть итого у нас получилось уже 2 столбика. Угу. Дальше в третью петельку по очереди, прям тихонечко, аккуратно по очереди вводим крючок и провязываем третий столбик с накидом. В четвертую петельку четвертый столбик с накидом и так далее до конца ряда. Первый ряд провязывается всегда дольше, чем все остальные, поэтому не пугайтесь, наберитесь терпения, и у вас будет красиво. Договорились? Давайте. Если вы делаете точно так же, как и я, 35 воздушных петелек набрали, то должно получиться 35 столбиков с накидом. Провязываем до конца. В конце ряда я вас встречаю. Так, ну что, получился наш вспомогательный, да, первоначальный ряд. Итак, аккуратненько, да, ровненько. Теперь приступаем непосредственно к самому узорчику. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Это мы провязали над первым столбиком, как бы сымитировали первый столбик. Дальше над вторым столбиком вводим крючок за верхушку, хватаемся и провязываем второй столбик с накидом. Есть. 2 воздушные петельки. А здесь, получается, мы пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. И в верхушку пятого столбика провязываем 6 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6. То есть вот такой вот веерочек, как бы, да, получился. Далее 2 воздушные петельки. Опять пропускаем 4 столбика в нижестоящем ряду. Раз, два, три, 4. И в пятый столбик вводим крючок и провязываем обычный столбик с накидом. Раз. И в следующий столбик опять столбик с накидом. 2. Смотрите, вот получается от этих 2 столбиков и до этих 2 столбиков, да, это и есть раппорт нашего узорчика. То есть дальше мы с вами будем продолжать повторять, получается, будем. Вот мы 2 столбика провязали. Теперь 2 воздушные петельки. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. В пятый вводим крючок и провязываем веерочек, состоящий из 6 столбиков с накидом.
Раз, два, три, 4, 5, 6. Угу. Опять 2 воздушные петельки, пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. И в пятый провязываем обычный столбик. И в следующий получается столбик, тоже столбик. Все. Вот таким образом у вас получается веерочки. И, так скажем, окошечки, веерочки. Да, окошечки, веерочки. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Угу, несложно. Давайте. Так, смотрите, провязали до конца, да, ряда. И вот у нас первый столбик, а второй столбик провязываем за третью петельку подъем. Помните, у нас здесь было 3 петельки. Вот беремся за третью петельку, вводим крючок и провязываем столбик с накидом. Все, краешки у нас ровные. Начало и конец у нас одинаковые. Что делаем дальше? 3 петли подъема. Раз, два, 3 воздушные петельки. Поворот. А теперь будьте внимательны. Следующий столбик, вот этот столбик, будем провязывать как рельефный лицевой столбик с накидом. Что это значит? Накид на крючок сделали. Вводим крючок таким вот образом, что у нас столбик находится перед крючком. Угу. Не за верхушку провязываем, а вот как бы сзади. Захватили, протянули ниточку, а теперь провязываю как обычный столбик, но, смотрите, вначале мы провязали одну петельку, 2, 2. Все, вот это и есть рельефный лицевой столбик с накидом. Угу. Дальше, смотрите, делаем воздушную петельку и вот наш этот веерочек провязываем таким образом. 3 столбика первых, раз столбик, провязываем столбиками с накидом, 2 столбик и 3 столбик с накидом. А теперь внимание, делаем 3 воздушные петли, раз, два, 3, и возвращаемся к этому же столбику, да, вот мы только что провязали. Сюда же мы вводим крючок, вытягиваем ниточку и протягиваем через петельку, то есть соединительная петелька. В следующий столбик, следующий, точно так же вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем петельку, то есть соединительная петля. Внимание, смотрите, 3 воздушные петли, пока повторяйте, вы поймете принцип. Раз, два, 3, и сюда же сделали столбик с накидом. Раз. Следующий столбик провязываем столбиком с накидом 2. И следующий столбик провязываем столбиком с накидом 3. То есть, если внимательно посмотреть, то получается мы веерочек разделили на 2 части. Но не просто разделили, да, у нас же получается было 6 столбиков, и здесь 6 столбиков. Мы дополнительно сделали 3 воздушные петельки и в этот же столбик присоединили. А вторую половинку мы делаем зеркально наоборот, да, то есть вначале мы соединили, потом 3 воздушные петельки, сюда же столбик с накидом и 2 соседних столбика с накидом. Понятно? Вот. Надо обязательно самим попробовать, чтобы понять принцип. Угу. Итак, воздушная петля. Дальше. Вот эти вот 2 столбика, которые у нас стоят, мы их будем провязывать рельефными лицевыми столбиками с накидом. То есть захватили вот так вот сзади наперед, взяли ниточку, вытянули. И внимание, здесь провязываем не по 2 петельки, 2, 2, да? А вначале 1, потом 2, 2. Почему? Потому что немножечко спускается столбик вниз, да, и он будет как бы затягивать. Нам этого не надо. Итак, накид, второй столбик точно так же. Сзади наперед захватили, вытянули ниточку, провязываем 1 петелька, 2, 2. Угу. Огонь. Идем дальше. С вами немножечко провяжу. Итак, 1 воздушная петелька. И вот наш веерочек будем разделять на 2 части, точно так же, как и здесь. Итак, первый столбик провязали столбиком с накидом. Второй столбик провязали столбиком с накидом. Третий столбик провязали столбиком с накидом. А теперь 3 воздушные петли. И сюда же, где только что был третий столбик с накидом, вводим крючок и делаем соединительную петельку. Оп. В следующий столбик вводим крючок, вытягиваем ниточку и протягиваем сразу через петельку. Соединительная петля. Раз, два, 3. 3 воздушные петельки. Сюда же, где только что была соединительная петелька, вводим крючок, делаем столбик с накидом. Раз. И последние 2 столбика провязываем тоже столбиками с накидом. Вот, мы наш веерочек, получается, разделили. Вот так вот красиво. Возможно, запутанно, но зато красиво. Да? Все. Дальше все то же самое. Воздушная петелька и опять рельефные лицевые столбики с накидом. И до конца самостоятельно. А в конце ряда я вас встречаю. Договорились? И у вас будет такая же красота. Возможно, даже лучше. Давайте. Так, провязали практически до конца, потому что, смотрите, покажу вам. Мы, получается, 2 столбика. Первый столбик провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. А вот последний, где 3 петельки подъема, да, были, мы берем за третью петельку и провязываем обычным столбиком с накидом.
Все, у нас все ровненько, у нас все аккуратно. Начало и конец у нас одинаковые. Угу. Итак, что делаем дальше? Опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. А теперь по узорчику у нас должна быть воздушная петелька. Оп, воздушная петелька. То есть итого здесь 4 воздушные петли. Дальше накид. Смотрите, вот здесь у нас были рельефные лицевые столбики, да, с этой стороны. Значит, с этой стороны мы должны их будем провязывать рельефными изнаночными, ну, чтобы рисунок сохранить, правильно же? Накид. Ввели крючок здесь наоборот. То есть у нас столбик будет за крючком. Угу. Вытянули ниточку и провязываем точно так же. 1 петелька, 2, 2. Вот это будет рельефный изнаночный столбик с накидом. Дальше. Смотрите внимательно. Вот у нас получается 3 столбика, да, и вот эти 3 петельки. То есть мы смотрим на верхушку первого столбика, захватили ниточку, провязали 2 петельки, стоп, накид. За верхушку второго столбика 2 петельки провязали, стоп, накид. За верхушку третьего столбика схватились вот так вот, провязали 2 петельки, стоп, накид. А здесь за самую верхнюю, получается, воздушную петельку беремся, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. У нас получается на крючке 5 петелек. И вот тогда мы их все вместе раз провязываем, фиксируем. Угу. То есть вот так вот. Раз и соединили. Дальше 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И переключаемся сразу же вот к этим, получается, столбикам 3 и 3 петелькам. Вначале мы беремся за 3-ю петельку. Аккуратненько. Вытянули ниточку. 2 петельки, стоп, накид. За первый столбик взялись, провязали 2 петельки, точно так же. За второй столбик, то есть мы провязываем как бы полустолбики, да, за третий. И вот когда у нас на крючке 5 петелек, мы их все вместе провязываем, фиксируем. Понятно? Теперь сразу же переключаемся вот к этим рельефным столбикам. Мы договорились, что мы провязываем в этом ряду их рельефными изнаночными. То есть у нас столбик за крючком. Вытянули ниточку и провязываем 1 петелька, 2, 2, воздушная петля и следующий столбик. Точно так же рельефный изнаночный столбик с накидом. 1 петелька, 2, 2 и сразу же переключаемся вот к нашим таким вот половинкам от нашего бывшего, так скажем, веерочка. 1, 2, 3 и воздушная петелька. 4, вот 5 петелек на крючке, провязали, зафиксировали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петелек. И вот наши 3 столбика и воздушные петельки. Накид. За самую верхнюю петельку аккуратненько беремся. Так, сейчас я 2 петельки, вот. Провязали, стоп. Следующий провязали, следующий провязали. И следующий провязали. Все вместе одним разом провязали, зафиксировали. Понятно? Вот, если внимательно приглядитесь, да, вот, наверное, вот так вот, с лицевой стороны. Ну, что-то похоже на сердечки, наверное, да, получается? Как думаете? Вот такие вот интересные, получаются, загигульки. Все, давайте до конца ряда самостоятельно, в конце ряда я вас встречаю. Угу. Так, смотрите, вот такая вот получается у нас красота. И здесь я хочу присоединить новую ниточку. Итак, смотрите, вот мы провязали, да, соединили нашу вот эту половинку, там, сердечко, наверное, назовем, да. Дальше был рельефный изнаночный столбик с накидом. И заканчиваем мы обычным столбиком с накидом. Смотрите, новички, как мы добавляем новую ниточку. То есть последние 2 петельки столбика, неважно какого, да, в любом узоре, последние 2 петельки провязываются новой ниточкой. И так вводится нить, получается, в изделие. Итак, провязали, а дальше по узорчику. По узорчику у меня должно быть 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Все, подтянули беленькую, чтобы было красиво. Подтянули красненькую. Мы перешли на новый цвет. Угу, теперь будем вязать красной ниткой. Итак, поворот. Если внимательно посмотреть, то вот это вот, да, получается наш вот эти 1, 2, 3 ряда, это и есть наш узор. Дальше мы с вами будем повторять все то же самое, только с небольшим, как бы, смещением. Угу. Смотрите внимательно. Вот у нас здесь, получается, был столбик с накидом, воздушная петелька, рельефный, да, столбик с накидом, воздушная петелька и кромочный столбик с накидом. Так вот, где воздушная петелька была, да, вот в эту арочку, мы с вами делаем 3 столбика с накидом. 1,
2, 3. То есть мы провязываем вот этот вот первоначальный наш веерочек, но здесь всего лишь помещается, получается, пол веерочка. Дальше 2 воздушные петли. И вот в эту большую нашу арку мы провязываем 2 столбика с накидом. Обычные столбики. 1, 2. Опять 2 воздушные петли. И шагаем. Вот у нас получается между рельефными столбиками у нас здесь была 1 воздушная петелька. Вот в эту арочку ныряем и провязываем 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, то есть вот полноценный веерочек, точно так же, как у нас вот снизу были в нижнем ряду. Опять 2 воздушные петельки. И там, где большая арочка из 7 воздушных петелек, провязываем сюда 2 столбика с накидом. Поняли, да? То есть все то же самое, как у нас было с вами в первоначальном ряду, только мы немножко сместили. Все, давайте до конца ряда, вы уже знаете как. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите. Первый ряд у нас практически готов. Мы заканчиваем точно так же, как и начинали. Здесь у нас было 3 столбика, да, и 3 петельки подъема. Значит, здесь у нас 3 столбика. И получается, вот в эту 3 петельки подъема белого ряда, да, в третью петельку мы берем и провязываем обычный столбик с накидом. Это как бы кромочный такой, да, столбик, ровненький край. Угу. Дальше мы делаем одну воздушную петельку. Давайте вот так вот сделаем, повернем. И вот сюда сделаем соединительную петлю. Помните? У нас здесь соединительная была петелька. Так. Дальше. В следующий получается, вот следующий столбик, точно так же вводим крючок, вытягиваем ниточку, соединительная петелька. Дальше. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И провязываем столбик с накидом сюда же. Угу. Вот столбик с накидом. И следующие 2 столбика мы провязываем тоже столбиками с накидом. Помните, да? Все. Вот таким вот образом. Дальше делаем одну воздушную петельку. И сохраняя непосредственно наш узорчик, помните, да, что у нас рельефные лицевые, рельефные изнаночные. То есть у нас здесь получается, вот здесь в красном ряду, смотрим, видите, должны быть рельефные изнаночные, чтобы сохранить узорчик. Накид. Вводим крючок таким образом, что столбик за крючком, вытягиваем ниточку и провязываем одну петельку, 2, 2. То же самое с следующим столбиком. Вот таким образом. Столбик у нас за крючком. Вытягиваем ниточку, провязываем 1 петелька, 2, 2. Воздушная петля. И переходим к нашему веерочку дальше. Напомню, столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, столбик с накидом 3. А здесь будет 3 воздушные петельки и соединительная петелька сюда же, куда мы присоединяли третий столбик. Есть. В следующий столбик опять соединительная петелька, 3 воздушные петли, сюда же столбик с накидом 1. И в следующие 2 столбика провязываем точно так же. На камеру красный цвет очень-очень-очень яркий. На самом деле он не такой яркий. Но вы уже знаете, как правильно вязать по белому цвету, да? Воздушная петля, и здесь у нас будут рельефные изнаночные столбики с накидом. Все, давайте до конца ряда. Вот такая красота получается. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, довязали. Вот у нас получаются наши сердечки, да, вот такие вот. И смотрите, здесь получается провязали 3 столбика с накидом, да, 3 воздушные петельки, соединительная петля, и последний кромочный наш столбик провязываем соединительной петелькой. Для теперь, чтобы выровнять наше вязание, нам необходимо будет здесь сделать аж 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Поворот. Здесь у нас получается, да, с вами должно быть соединение вот наших вот этих вот сердечек, и между ними получается 7 воздушных петелек. Поэтому в самом начале мы с вами сделаем всего лишь 3 воздушные петли дополнительно. 1, 2, 3. То есть итого 8 воздушных петелек получилось, да? Идем дальше. Накид. Беремся за третью петельку воздушную в начале. Сейчас схвачусь. Провязали 2 петельки стоп, за следующий столбик 2 петельки стоп, следующий столбик 2 петельки стоп, следующий столбик 2 петельки стоп. 5 петелек, все вместе провязали, зафиксировали. А теперь
накид. И видите, здесь получается у нас рельефные будут лицевые столбики с накидом, то есть столбики смотрят на нас. Понятно, да? Там изнаночная сторона. И провязываем вот эти два столбика рельефными лицевыми столбиками с накидом. 1 петелька, 2, 2. Не забудьте про воздушную петлю. И в следующий столбик 1 петелька, 2, 2. Все. И так далее. Опять формируйте дальше сердечки. Угу. То есть все то же самое, как в белом ряду. Давайте. Итак, смотрите, провязали практически до конца. Вот наши сердечки формируются. Видите, да? И здесь получается у нас же полсердечка. Так, здесь, по идее, как бы 7 воздушных петелек должно быть, но мы провяжем всего лишь 3 петельки. 1, 2, 3. И должны будем присоединиться вот к этому соединительной петельке, да, в самом начале, помните? Но мы здесь делаем 2 накида, чтобы выровнять наш ряд. Так, присоединяемся к соединительной петельке, которую мы здесь провязывали с воздушной петлей. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Все. Ряд выровнялся. Далее мы переключаемся с вами на белую ниточку. Будем вязать точно так же, как мы с вами вязали вот весь белый ряд. Ну, такой широкий ряд, да, весь белый узор. Понятно? Поэтому здесь вот так вот я оставлю красную ниточку и переключаюсь на белую. Вы можете отрезать, можете не отрезать. То есть ваша задача, вы сейчас будете повторять все то же самое, что провязывали в белом ряду. Угу. Итак, подтянем белую ниточку. Вспоминайте, вы здесь, получается, делали 5 воздушных петелек и затем 3 петельки, да? Итак, начнем вот отсюда. Просчитаем 1, 2, 3. Вот к этой петельке присоединяемся. Сильно край, ну, беленькую ниточку не тянем, чтобы край не зажулькать. Присоединились. И здесь мы с вами делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И рядышком, вот в эту маленькую арочку, да, получается, делаем обычный столбик с накидом. Помните? Вот как мы в самом начале делали. 2 воздушные петли. Так. И теперь вот арочка, которая образовалась между рельефными столбиками, мы в нее ныряем и провязываем 6 столбиков с накидом. Понятно? Вспоминаете? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять 2 воздушные петли. И в большую арку ныряем. И здесь делаем 2 столбика с накидом. Все. Принцип узорчика вы поняли. Как смещается узорчик, вы увидели. И дальше ваша задача просто вязать до нужного вам размерчика. Давайте еще раз увеличим несколько рядочков наш узорчик и посмотрим, что получается. Угу. Давайте. Встречаемся через несколько рядочков. Так, девчата, смотрите, я провязала как бы еще один такой вот широкий ряд, да, с сердечками. Думаю, принцип узорчика понятен. Узорчик сам по себе видно. Он получается у нас односторонний. В комментариях я от вас жду, куда можно применить данный узорчик. Я его увидела в кофте, честно скажу. Да, ниточка была чуть тоньше, но я увидела его в кофточке. Мне показалось это очень интересно, необычно. Решила повторить вам показать. Но от вас жду комментарий. Естественно, изначально искала я узорчики для шарфиков. И вот набрела вот на такой интересный узорчик. Возможно, и можно применить и в шарфике, да. Это может быть ниточка там с люрексом, с металликом, да, помните, мы шальки вязали, либо обычная ангорка, да, возможно, тоненькая ниточка. Давайте, бросайте идеи, что это может быть с таким узорчиком, очень интересным, несложным, но вот получается вот такой вот он прикольненький. Итак, если мы с вами, получается, набирали здесь 35 воздушных петелек, да, для нашего узорчика, если это же плотность вязания, если же это же ниточка, если вы согласитесь оставить эту ниточку, да, но я думаю, лучше потоньше взять. Мне кажется, потоньше будет прикольнее. Хотя, смотрите, если взять секционку, да, толстую секционку, вообще, мне кажется, будет шикарно. Надо пробовать. Итак, получается это 20 сантиметров. Если это же плотность вязания, это же пряжа, этот же крючок, да. А тут у нас получается сколько рядочков? Ну, мы первоначально тоже посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. То есть получается на одно сердечко 3 ряда, да? 3, 6, 9 и 10. Верно я просчитала? Итак, что же у нас получается? Ну, возьмем не за вот верхушечку, да, а вот за наши столбики. 11 с небольшим, 11,2. Ну, тоже интересно. Естественно, что получается он ажурный. Поэтому нужно его рассматривать в какой-то ниточке, которая классно вяжется именно в ажуре, да? Ну, и понятное дело, что он будет так вот тянуться, потому что воздушных петель море. Угу. Интересно. Такой ядовито-красный цвет передает камера. Так.
Ну, я жду ваши лайки, да, жду ваши комментарии. Не забудьте подписаться, кто еще этого не сделал. И нажимайте на колокольчик, впереди много нового и интересного. А также, девчат, не забывайте, внизу под видео есть стрелочка «Поделиться». Делитесь в соцсетях со своими подружками, своими знакомыми. Мне будет очень приятно. Спасибо, что вы досмотрели видео до конца. И до новых видео. Всем пока-пока.